Сергей Каретников. Шедевр. Рассказ. Ранним июльским утром Денис проснулся в превосходном настроении. Он бросил взгляд на горящее приятным изумрудным светом табло электронных часов. Там значилось 6:06. От вида этих цифр настроение Дениса стало еще лучше. Постороннему человеку это показалось бы по меньшей мере странным. И действительно, не в каждом доме электронные часы берут на себя роль Нострадамуса и становятся центром домашней вселенной. В доме Дениса механизм прорицательства заработал как-то естественно, сам собой, сразу после приобретения электронных часов. Даже и придумывать ничего не пришлось. Сначала Денису показалось забавным, что иногда на экранчике часы и минуты показывались одинаковыми цифрами. Довольно скоро возник ритуал. Перед тем, как посмотреть на часы, Денис загадывал какое-нибудь желание. Если на табло оказывались две пары одинаковых чисел, например, 20-20 или 15-15, то это служило подтверждением, что загаданное желание непременно сбудется. И самое удивительное, что загаданное сбывалось. Нет, конечно, бывали случаи, что и не сбывалось, но они были редки, и Денис решил рассматривать их как статистическую погрешность. Если везло еще больше, и на табло все 4 цифры оказывались одинаковыми, например, 22, 22 или 11, 11, то это был настоящий джекпот. В этих случаях Денис очень сожалел, что не загадал что-нибудь более существенное. В случае, если все цифры оказывались разными, Денис разочарованно вздыхал и отменял все планы на этот день, так как точно знал, сколько ни суетись. Все бесполезно. Сегодня было 6:06, и солнце ласково заглядывало в окно, словно желая убедиться, что он не проспал. Приветливо помахав солнцу рукой, Денис прошел в ванную, встал под ласкающие потоки воды и стал размышлять о предстоящем отпуске. В голове постепенно выстроился план действий на сегодня. Напоследок он облился ледяной водой и, весело фыркая и растирая тело махровым полотенцем, вышел на кухню. Сварил кофе, сделал пару бутербродов с маслом и сыром. Вспомнив старый анекдот, где звучал совет, что не надо ни в чем себе отказывать, намазал поверх еще и толстый слой малинового варенья. Уселся в кресло, открыл записную книжку и, чтобы ничего не упустить, перенес туда сложившийся в голове план. Впереди ждали довольно приятные хлопоты. Предстоял 3-недельный пленэр в Париже. Сокурсник по академии, который жил там уже много лет, пригласил вместе писать этюды. Предложение пришлось как нельзя кстати. Весь июль в этом году у Дениса был свободен, и такой замечательный шанс он упускать не собирался. К подготовке к пленэру он, как всегда, подошел основательно. Закупил 2 рулона грунтованного льняного подольского холста, несколько коробок красок, разбавители, кисти и другие необходимые на пленэре вещи, благо в новом пикапе, приобретенном на деньги с последней выставки, места было более чем достаточно. Денис давно мечтал о такой машине. Большая задняя дверь поднималась вверх и превращалась в своеобразную крышу. Она закрывала от прямого солнца, и даже в случае дождя можно было спокойно продолжать работать. Вместительный салон позволял перевозить холсты большого размера, и не надо было, как раньше, переписывать маленькие этюды в мастерской, если заказывали большой формат. Парижский приятель Дениса любил работать привычными материалами и попросил привезти холстов и красок из Питера.
Чтобы не терять драгоценного времени на пленэре и сразу приступить к работе, Денис решил натянуть часть холстов дома. В общей сложности получалось 20 штук. Для начала должно было хватить, а там уж дело пойдет само собой. Так было всегда. Если хорошо подготовиться и энергично начать пленэр, все идет как по маслу. А если расслабиться и чего-то не учесть, то фиаско гарантировано. В таких случаях даже погода, казалось, сделала все для того, чтобы пленэр не удался. В этот раз все шло по плану, и неприятностей ничего не предвещало. Дорога до Парижа не близкая, и Денис решил поискать какого-нибудь попутчика. И на бензине сэкономишь, да и ехать не так скучно. Он заглянул на сайт «Попутчик» и быстро нашел подходящего кандидата. Олегу было 23 года. Он собирался ехать в Париж к своей невесте, но машины у него не было, и он искал того, кто смог бы его подвезти. Договорились встретиться вечером в кафе, чтобы познакомиться поближе. Олег оказался общительным парнем, интересующимся к тому же искусством, и дорога обещала быть приятной и интересной. В день отъезда Олег стоял в условленном месте у обочины дороги с цветастым чемоданом, рюкзаком и переноской для кошки. «Извини, Денис, не успел тебя предупредить. Кота пристроить не удалось, пришлось взять с собой. Надеюсь, у тебя нет аллергии?» «Не страшно, у меня тоже когда-то кошка была. Машина большая, поместимся», — отозвался Денис. Не проехали и 2 часов, как уткнулись в ремонт дороги. «Но когда же еще делать ремонт, как не летом?» — расстроился Денис. «Решили ехать в объезд, чтобы не простаивать каждый раз у светофоров на участках дороги с одной полосой. Объездное, конечно, не шоссе. То ямка, то ухаб. В общем, потрясло не слабо, но машина выдержала испытание на славу. К вечеру остановились у небольшого придорожного мотеля и решили переночевать. Олег собрался выпустить кота погулять, но когда заглянул в салон, обнаружил, что переноска пуста, а по всему полу разбросаны измазанные холсты и давленные тюбики с краской. Он не был художником, и это зрелище не привело его в ужас. Он просто сложил холсты стопкой, а тюбики с краской обратно в коробку. Перепуганный кот вскоре нашелся в одной из сумок. Было довольно темно, но Олег все же заметил, что кот перепачкался краской. Пожурив кота, он обтер его бумажными полотенцами, дал погулять по газону и, вернув обратно в переноску, принес в номер мотеля. На следующий день к обеду подъехали к границе. Визы, декларации, в общем, все как обычно. Подошел таможенник. «Что везем? Будете что-нибудь декларировать?» «Нет», — говорит Денис. «Декларировать нечего. Только кошку надо ветеринару показать». Олег взял переноску и понес кота к ветеринару. У котов теперь тоже паспорта имеются, и без прививок их за границу не пускают. Кот присмирел и отказывался вылезать из переноски. Наверное, перепугался после ухабистой дороги. «Ну, показывайте», — сказал ветеринар. Олег открыл сумку и кота не узнал. Всю шерсть покрывали разноцветные пятна. «Что это за животное?» — удивился ветеринар. «Это мой кот». «Такого окраса я еще никогда не видел», — удивился ветеринар. «Да это он просто краской испачкался», — успокоил его Олег. Ветеринар с сомнением покачал головой, полистал кошачий паспорт с прививками, проверил прибором чип и сказал: «Да, номер совпадает. Хорошо, можете ехать». Олег посадил кота в переноску и пошел к машине, у которой уже собралась вся таможня.
достают холсты из салона и выставляют их рядами у стены. Денис объясняет таможенникам: ведь понятно же, чьих лап это дело. Кот постарался. Ну да беда невелика. Записать эту мазню проблем не составит, хотя и неприятно, что холсты оказались перепачканными. В это время подошел начальник таможни, которого, как оказалось, все ждали, и спрашивает: «А у вас документы на вывоз за границу произведений искусства есть?» Денису стало смешно, и он говорит: «Какие же это произведения искусства? Это кот мои холсты перепачкал, пока мы ехали. Дорога ухабистая. Он вылез из переноски и метался с перепугу по салону, бедняга. Это хозяин кота подтвердить может. Он свидетель. Он же видел, что холсты чистые были, когда мы выехали». Олег замялся. Если честно, я в холстах совсем не разбираюсь и не обратил внимания, какие они были, чистые или нет. А вот это как раз не имеет никакого значения. Нам свидетели не нужны, заявил начальник таможни. Если документов на вывоз произведений искусства за границу нет, то они подлежат как минимум задержанию или даже конфискации, если это и в самом деле окажется контрабанда. «Да какая же это контрабанда?» — продолжал возмущаться Денис, неодобрительно глядя на Олега. «Я не эксперт в этом вопросе», — махнул рукой таможенник в сторону Дениса, будто отмахиваясь от назойливой мухи. «Но эксперта мы уже вызвали. Завтра утром будет здесь. Вам придется подождать. Делать было нечего». Денис и Олег заночевали в небольшой гостинице в соседнем поселке. Утром приехал эксперт-искусствовед. Долго изучал холсты и, наконец, говорит: «Тут дело нечисто. Может быть, это и кошка, как вы говорите, но очень уж работы похожи на ранние произведения Малевича или позднего Кандинского. Тут надо еще разбираться». «Да в чем же тут разбираться?» — возмутился Денис. «Вы что, шутите?» «Никаких шуток. Эти произведения без разрешительных документов пропустить не можем. Будем составлять акт о задержании культурных ценностей, так как у вас нет документов, подтверждающих право собственности или право на вывоз». Пришлось Денису ехать в Париж без холстов. Весь пленэр, как говорится, коту под хвост. Уже в Париже прочитал в интернете статью, в которой говорилось: таможня предотвратила нелегальный вывоз за границу неизвестных до сих пор шедевров раннего творчества Малевича. Картины были проданы на аукционе за 15 миллионов коллекционеру, пожелавшему остаться неизвестным.